Мощный камбэк воспитанника Тутберидзе. Был девятым, но вырвал победу у ученика Плющенко. Арсений Федотов не оставил соперникам ни шанса на золото на первенстве Москвы, продемонстрировав сильный прокат с 2 квадами. Фигурное катание в России находится на таком высоком уровне, что сейчас интересно следить не только за крупными турнирами с обилием звезд, но и за такими местечковыми соревнованиями, как первенство Москвы. Участников с громкими именами на турнире не было, но это не делает его менее интересным. В мегаспорте выступили множество спортсменов, которые совсем скоро станут настоящим нашего фигурного катания. И надо сказать, крутыми выступлениями и интересными сюжетами они нас точно не обделили. По крайней мере, мужчины. Одним из ярчайших моментов турнира стало то, как ученик Этери Тутберидзе сотворил мощный камбэк с 9-го места, ловко выхватив победу из рук воспитанника Евгения Плющенко. Как претендент на победу оказался на 9-м месте. Состав участников на первенстве Москвы получился вполне себе интересный. Здесь соревновалась целая орава учеников Плющенко: Максим Автушенко, Марк Лукин, Илья Мавлянов, Никита и Кирилл Сарновские, подрастающая звезда группы Этери Тутберидзе Арсений Федотов, перспективный Лев Лазарев из ЦСКА и даже сын Максима Маринина Артемий. Турнир изначально обещал быть захватывающим, но превзошел все ожидания. Произвольная программа в очередной раз показала, почему мы считаем мужское одиночное самым остросюжетным видом фигурного катания. В первый день соревнований лидерство у юниоров захватил Кирилл Сарновский. Ученик Плющенко уверенно справился с тройным акселем, тройным ридбергером и каскадом из тройных луца и тулупа и показал яркое катание под музыку из оперы «Кармен». Второе и третье место с небольшим отставанием от лидера заняли ученики Светланы Соколовской, Григорий Федоров и Тимофей Платонов. Фигуристы показали такой же контент, что и Кирилл Сарновский, но из-за технических огрехов немного уступили ему. Неплохо себя проявили Никита Сарновский и Вадим Воронов, а вот Арсений Федотов немного разочаровал. Будучи одним из главных фаворитов турнира, ученик Тутберидзе допустил обидную ошибку на каскаде луц-тулуп, сдвоив второй прыжок. Помимо этого, Арсений слабо исполнил дорожку шагов, оступившись на колесе, и получил за нее 2-й уровень, очень сильно потеряв в оценках. От лидера он отстал почти на 10 баллов и, казалось, окончательно потерял шансы на победу. Но это же мужское одиночное, здесь и не такие камбэки бывают. Воспитанник Тутберидзе оставил ученика Плющенко без победы. В произвольной программе Арсений выступал 16-м из 24 участников. Фигурист вышел на лед с намерением задать такую высокую планку, чтобы не ему пришлось догонять, а соперникам надо было постараться, чтобы удержать лидерские позиции. И ему это удалось. Высокий четверной тулуп, пролетный четверной сальхов, образцовый тройной аксель, тройной тулуп, а также тройной аксель Ойлер, тройной сальхов во второй половине программы принесли ему внушительные баллы. Лишь небольшая осечка на тройном флипе и ошибка на одном из вращений не позволяют назвать прокат Федотова идеальным. В остальном же Арсений показал себя во всей красе, поразив не только сложными прыжками, но и высоким уровнем артистизма. За произвольную программу воспитанник Тутберидзе получил солидные 177,47 балла, в сумме за 2 программы – 251,18, сильно усложнив задачу конкурентам. Ни Платонов, ни Федоров, ни Сарновский, которые блистали еще вчера, не смогли что-либо противопоставить Федотову. Тимофей слабо выступил в произвольной программе, не показав ни одного квада и ошибшись на трикселях, и в итоге вылетел из тройки лучших. Григорий с помарками исполнил четверной луц и тройной аксель, упал с четверного тулупа и потерял каскад, с трудом удержав 3-ю позицию. А вот Кирилл откатался чисто, но сложности ему не хватило. Показав в произвольной программе из ультра-си только 2 тройных акселя, ученик Евгения Плющенко упустил лидерство. Сарновский, опережая Федотова почти на 10 баллов после короткой программы, свое преимущество потерял и уступил конкуренту еще 11 баллов.
Магия мужского одиночного катания. Из тех, кто еще попытался сделать мощный камбэк в произвольной программе, хочется выделить Никиту Малютина. Ученик Сергея Давыдова слабо выступил в короткой программе, заняв 11-е место, но собрался в произвольной и показал чистый прокат с 2 четверными тулупами. Во второй день соревнований Никита уступил только Федотову и Сарновскому, но по сумме программ до тройки лучших все-таки не дотянулся, став 5-м. Однако можно сказать точно, что его прокат на первенстве Москвы под музыку из семейки Адамс стал одним из самых ярких. В целом выступления юниоров оставили очень приятные впечатления. Мальчики показали не только характер и волю к победе, но и высокий уровень мастерства, с которым кризис в мужском одиночном катании в ближайшие годы нам точно не грозит.